Смотри внимательно, потому что здесь это не просто места, это следы времени, которое не спрашивало разрешения остаться. Здесь нет табличек, которые расскажут тебе правду. Нет голосов, которые объяснят, что здесь происходило. Только камень, только ветер. И тишина, в которой осталось больше, чем кажется. Когда-то здесь была сила, не та, что кричит, а та, что строит, контролирует и ждет. Австро-Венгерская империя не оставляла пустых мест. Каждый метр был продуман, каждая высота выбрана. Это была система огромная, холодная и точная. Если ты стоишь здесь сегодня, ты смотришь не просто на руины, ты смотришь на момент, когда все это еще имело смысл. Но время не сохраняет системы, она оставляет только то, что не успели убрать. И теперь остались только стены, без приказов, без солдат, без цели. Но если остановиться, если просто послушать, можно почувствовать, что это не конец, это продолжение. И, наверное, может быть, и найдем эти туннели, которые спускаются вниз. Чтобы понять эти места, нужно сначала понять тех, кто их создавал. Армия – это не просто солдаты. Это отражение эпохи, это страхи, амбиции и границы, которые кто-то решил провести на карте. Австро-Венгерская империя была одной из самых сложных держав своего времени. Не одна нация и не один язык, а десятки народов, объединенных под одной властью. И армия должна была держать все это вместе. В ее рядах служили австрийцы, венгры, чехи, хорваты, словенцы, люди, которые говорили на разных языках, думали по-разному, но стояли в одной линии. Это была сила, но в то же время слабость, потому что единая армия требует и единого духа, а здесь его приходилось создавать искусственно. Дисциплина, порядок, четкая структура – все было подчинено системе, потому что только система могла удержать такую империю. В конце XIX века мир начал меняться быстрее, чем когда-либо. Оружие стало точнее, дальность больше, и война перестала быть чем-то далеким. Она стала неизбежной. Именно поэтому армия начала меняться. Старые крепости из камня уступали место новым, из бетона. Высокие стены больше не спасали. Нужно было прятаться, уходить под землю. Так появлялись укрепления, которые мы видим сегодня. Не для красоты, не для истории, а для выживания.
Каждый солдат, который стоял здесь, не думал о будущем. Он думал о приказе, о позиции, о том, что происходит за горизонтом. И, возможно, самое тяжелое в этом – это ожидание. Не бой, не движение, а тишина перед этим. Когда ты смотришь вдаль и не знаешь, что придет первым – приказ или выстрел. Эта армия была огромной, организованной, но внутри нее уже чувствовалось напряжение. Слишком много различий, слишком сложная структура. И в какой-то момент даже самая сильная система начинает давать трещины. Первая мировая война стала тем моментом, когда все это вышло наружу. Армия, созданная для удержания империи, оказалась в мире, который уже не хотел существовать по старым правилам. И тогда стало ясно: сила – это не только количество, не только оружие, сила – это еще и единство, а его здесь не хватало. И все, что мы видим сегодня, эти крепости, эти позиции, эти пустые стены – это не просто остатки армии. Это остатки системы, которая когда-то пыталась удержать целый мир. Но ни одна империя не держится вечно. И, возможно, самое важное, что осталось после нее, это не камень, а понимание того, как все это работало и почему однажды перестало работать. Идемте. Посмотрим туда. Посмотрите, где там. И отсюда у них был вид на остров и на Адриатическое море. Тут самый лучший вид отсюда был. Посмотрите, где это. Там море. За этим камнем. Вы, наверное, видели эти кадры, я показал. Посмотрите, где это. А тут не надо останавливаться. Посмотрите, где это. Господи. Посмотрите, еле держится он. И падает постоянно. Посмотрите. Очень опасно здесь ходить. Наверное, внизу есть где-то подвалы, там и запасные ходы. Но они уже сейчас все под завалами. Здесь. Опа. Вот как-то так, дорогие друзья. Посмотрите еще раз. Ни одна история не существует сама по себе. Ни одна империя не возникает в пустоте. Эти земли были здесь задолго до нее и остались после. Монтенегро – это не просто точка на карте. Это место, где время наслаивается друг на друга, где каждое поколение оставляет свой след, не стирая предыдущий. Здесь проходили разные эпохи, разные народы, разные силы, и каждая из них пыталась закрепиться, построить, удержать, оставить после себя что-то больше, чем память.
Но горы не меняются. Море остается тем же, и, возможно, именно поэтому все остальное здесь кажется временным. Когда смотришь на эти пейзажи, трудно сказать, где заканчивается природа, а начинается история. Они переплелись, срослись, стали одним целым. Крепости на высотах, дороги, которые ведут в никуда, заброшенные позиции – это не отдельные объекты, это слои времени, которые можно увидеть, если смотреть внимательнее. И именно здесь становится ясно, ни одна сила не приходит навсегда. Все, что кажется вечным, однажды становится прошлым. Но прошлое не исчезнет. Оно остается в камне, в рельефе, в линиях, которые мы иногда даже не замечаем. И сегодня, проходя по этим местам, ты идешь не только по дороге, ты идешь по времени. От эпохи к эпохе. От одной истории к другой. И, возможно, самое удивительное в этом то, что все это все еще здесь. Не как музей, не как прошлое, а как часть настоящего. Просто нужно уметь это увидеть. Здесь не рассказывали сказки о храбрости. Здесь ее проверяли не словами, а тем, как ты стоишь, когда отступать уже некуда. Черногора никогда не была легким местом. Эти горы не кормят просто так. Эта земля не дает ничего бесплатно. Здесь всегда приходилось держаться. Не потому, что так хотели, а потому, что иначе нельзя было. Через эти земли проходили разные силы. Приходили с армиями, с приказами, с уверенностью, что все можно взять под контроль. Но реально здесь всегда было сложнее, потому что дело не только в крепостях, не только в позициях, дело в людях, в тех, кто оставался, кто знал каждую тропу, каждый подъем, каждый камень под ногами. Это не армия на карте, это люди на своей земле, и в этом разница. Храбрость здесь не была выбором быть героем, это был вопрос выживания. Ты либо стоишь, либо тебя нет. И поэтому здесь не говорили громко о чести. Ее просто держали без лишних слов. Империи приходили с планом, с системой, с расчетом, но ни одна из них не могла до конца просчитать главное – людей. Потому что люди здесь не были частью системы, они были сами по себе. И, возможно, именно поэтому все это не исчезло полностью. Потому что даже когда стены рушатся, даже когда флаги меняются, остается то, что нельзя построить и нельзя разрушить, а это характер. И когда ты сегодня идешь по этим местам, смотришь на крепости, смотришь на эти горы, ты понимаешь, это не просто история, это продолжение, потому что такие вещи не заканчиваются. Они просто переходят от одного поколения к другому. Пойдемте на улицу. Посмотрим, что здесь. То мало ли что-то на голову может упасть. Не дай бог. О мой боже. Посмотрите, ведь там просто. Как будто где-то в джунгле, друзья. В дикой джунгле. Это просто. О мой боже. Это развалины, это руины, это все уничтожено здесь. О мой боже. Здесь. Посмотрите, вы это. Посмотрите, это руины.
О мой боже. Вообще ничего и никого вокруг. Просто джунгла. И такое военное сооружение заброшенное. И крыша, которая каждую секунду может оборваться. Я не знаю. Я не знаю, что здесь происходило. И зачем она так пострадала. Почему и зачем. Как я сюда пройду вообще. И можно ли здесь пройти. Придется подружиться с деревьями. Пропусти меня. Фу, блин. Еле как прошел. О, посмотрите, где это развалины здесь. Я не знаю, если солнышко освещает там. Может, вам видно, не видно. Но здесь все в руинах, друзья. Да, деревья не дают пройти. Ой, наконец-то прошел. Посмотрите, до самого конца я дошел. Вот это да. Огромные кактусы эти. Как это называется, сам не знаю. Алоэ вера, может я угадал алоэ или как? А может и нет. Долго думал. Приходится вот так спускаться, чтобы пройти, блин. Ой. Еще осторожно, чтобы не наступить где-нибудь. О. Чтобы не наступить и не провалиться, не дай бог, блин. Вот это вылазка сегодня была. О. Вот здесь тоже дерево, которое надо пройти, блин. Вау. Фу. Хорошо, одежда была в рюкзаке, чтобы мог переодеться. Конечно, лампа, которая всегда выручает. Посмотрите, где это. Я туда боюсь ходить, там может там где-то провалиться. Какой-нибудь другой мир, параллельный. В этих джунглях, в этих трущобах. Был канал и нет канала. Не дай бог. Чтобы не провалиться. Вот. Надо вспомнить, откуда я вообще заходил. Посмотрите, какие болты внизу, если видно, вообще вот это мощно выглядит. Все оборвано здесь, обрушено. Пойдемте немножко дальше, еще посмотрим. Можно. Пока что можно. Смотри, какие деревья. Вот, извиняюсь, просто паук на руке был, который снимаю. Вот это да. Вот это здесь было, блин. Армагеддон. Вот. Катастрофа какая-то была здесь вообще. Вот это полностью уничтожено. Здесь очень опасно находиться. Очень опасно гулять здесь. Опа. Посмотрите, и это. Посмотрите, где развалины, руины. И вот форточка
какое-то военное сооружение еще вот. Я не знаю, там видно что-то или нет. Если видно, пишите в комментариях, что вы там видите, друзья. Я постараюсь вот так вот. Посмотрите вверх. Вот болт какой огромный. Это сантиметр 2, может там 3 сантиметра, 4 может. И буква Т, что ли? Буква Т. Буква Т, что ли? Каждая с буквами. Фу. Когда мир охватил войну и крупнейшие армии Европы сражались друг с другом, маленькая Черногория оказалась стянутой в этот каскад событий. Она потеряла дома, потеряла свои крепости, она потеряла тех, кто стоял рядом. В 1916 году, после тяжелых боев и сокрушительного давления со стороны австро-венгерских войск, королевство Черногория капитулировало. Столица была занята. Законы власти бежали за границу, а на родной земле установился военный оккупационный режим противника. Казалось, что история повернулась к маленькой стране спиной. Казалось, что ее дух был сломлен. Но история никогда не умирает просто так. В горах, в узких долинах, в домах и в душах людей продолжалась тихая, но упорная борьба. Оставшиеся в живых черногорцы не приняли поражение как конец. Каждый закутанный в шерстяной плащ мужчина, каждая женщина, охраняющая огонь в доме, и каждый ребенок, слушавший истории о свободе, продолжали сопротивляться. Австро-Венгрия считала, что ее власть вечна. Она думала, что оккупация – это окончательный конец истории. Но события шли своим путем. Империя была занята войной на многих фронтах, и от нее начали отдаляться даже те, кто еще недавно казался непобедимым. Где-то там начинали, друзья, вот. Как-то так. Осенью 1918 года, когда большая часть Европы уже видела приближение конца войны, силы, стоявшие за свободу маленькой Черногории, нашли момент, чтобы освободить свою землю. Солдаты и мирные жители снова взяли в руки то, что осталось. Тропы, камни и волю. Они шаг за шагом возвращали свои города и села. Горные тропы, по которым когда-то шли войска оккупантов, теперь снова принадлежали своим. В Подгорице, на поляне, куда собирались люди со всех концов страны, представители народа встретились, чтобы открыть новую страницу свободы. Великая народная скупщина провозгласила окончание иностранной оккупации и начала путь объединения с другими славянскими народами в новый союз, стремящийся к миру и будущему без войны. Для многих это было не просто освобождение территорий, это было освобождение души народа, освобождение от страха и от безысходности, освобождение веры, что даже когда силы кажутся неравными, человеческий дух способен подняться выше. И когда люди в этот момент смотрели друг другу в глаза, они знали, история не кончается там, где ее хотели остановить чужие мечи и приказы. История продолжается там, где люди выбирают свободу, даже в самые тяжелые времена.
Смотри на эти горы, на тропы, по которым шли армии, на крепости, что когда-то держали приказы империи. И помни, ни один камень, ни одна стена не могут измерить того, что живет здесь. Монтенегро пережила вторжение, оккупации, битвы, кровь и слезы. Австро-Венгрия приходила со своей армией, со своей властью, со своей картой и планами, но она не смогла сломать дух народа. Маленькая Черногория стояла в горах, где ветер шептал истории предков, где камни хранили память о героях. И даже когда столицу заняли, даже когда казалось, что поражение неизбежно, народ не поклонился. Каждый человек, каждая женщина, каждый ребенок, каждый пастух и воин, они продолжали идти вперед с верой и с гордостью. И вот настал день, когда они снова поднялись. Свобода вернулась не потому, что империя ушла, а потому, что Черногория никогда не теряла себя. В этих горах звучат голоса прошлого. Но они не вопят поражением, они поют победу духа, победу стойкости и победу жизни. Следы империи – это не про имперские флаги и военные карты. Это про то, что остается, когда власть проходит, когда армия уходит, когда приказы теряют силу. Это про людей, про их силу, веру и их несломленный дух. И пока солнце поднимается над черногорскими вершинами, каждый из нас может видеть одно. История живет в тех, кто не боится стоять. История живет в Черногории. История живет в тебе. Пусть этот дух, эта память и эта сила духа идут дальше, через поколения и через века. Пусть каждый шаг по этим тропам, каждый взгляд на море и на горы напоминает: настоящая империя – это дух народа, и никакая армия его не победит. И так, стоя здесь, сегодня мы шепчем им: не троньте нашу землю, не трогайте наш дух, потому что Черногория жива. И пока мы живы, империя приходит и уходит, а дух народа остается навсегда.